Hi guys, welcome to our workshop. Добро пожаловать на workshop. I hope you are alright. Надеюсь, все хорошо. And today we are going to talk about future. Сегодня поговорим про будущее. Future simple, будущее простое. Как говорить о планах, как говорить о том, что мы сделаем, о наших предположениях, что в будущем случится и так далее. Итак, when do we use future? Когда мы используем будущее? Когда говорим про завтра, tomorrow. I will go to the market tomorrow. Пойду-ка я завтра на рынок. Soon. Soon это скоро. Don't worry, he will be here soon. Не переживай, он будет здесь скоро. Next week, next year, next month, next Monday. В следующий понедельник, на следующей неделе, в следующем году и так далее. Вот слово «следующий» – это слово next. Смотрите, there will be another meeting next month. Будет еще одно собрание в следующем месяце. Обратите внимание, что нет никаких предлогов перед next. Мы сразу же говорим next week, next month. И не надо добавлять ни в, ни на и других предлогов, которые есть у нас в русском языке. In 5 minutes, in 2 hours, in a year. Через 5 минут, через 2 часа, через год, через неделю. In a week. I will return in 2 hours. Я вернусь через 2 часа. Попозже. Later. Можно сказать попозже сегодня, later today. Можно сказать later this week, попозже на этой неделе. Ну и так далее. So I will finish my report later today. Я закончу свой отчет попозже сегодня. So affirmative sentences or positive sentences. Как сделать утвердительное предложение? Как обычно, сначала кто идет в начале, затем для всех лиц, абсолютно для всех, I, you и they, he, she, it, Jack, cat, dog. После них, после всех будет идти will. Общая форма, никаких сложностей. Здесь она единая для всех, и нам не надо задумываться об этом. She will study abroad next year. Она будет учиться за границей в следующем году. He will have a vacation in winter. У него будет отпуск зимой. We will work on Wednesday. Мы будем работать в среду. They will travel a lot next month. Они в следующем месяце будут много путешествовать. Теперь смотрите, что у нас было только что. Это везде были глаголы действия. Перед ними, перед всеми вставал will. С глаголом описания be случится то же самое. Future simple, он такой же глагол, как и все остальные. Смотрите, я буду счастлива. I will be happy. Она будет счастлива. She will be happy. You will be busy tomorrow. Вы будете заняты завтра. They will be busy tomorrow. Они будут завтра заняты. То есть мы по-русски говорим будем, будут, будет и так далее, да? А в английском will be. Да, два слова. Значит, мы будем какими-то являться. For negative sentences, для отрицания, что мы делаем? Добавляем частицу not, как обычно, и получается won't. Won't или will not. I won't study abroad. Да не буду я учиться за границей. He won't have a vacation in spring. У него не будет отпуска весной. She won't work on Wednesday. Она не будет работать в среду. You won't travel a lot next month. В следующем месяце вы не будете уж очень так много путешествовать. They won't be happy. Они не будут счастливы. And I won't be busy tomorrow. А я не буду очень занята завтра.
Okay? So for questions, для вопросов, мы will переносим на первое место. Will I study abroad? Буду ли я учиться за границей? Will he have a vacation in spring? Будет ли у него отпуск весной? Will you travel a lot next month? Будете ли вы много путешествовать в следующем месяце? Will they be happy? Они будут счастливы? Will we be busy tomorrow? Это что, получается, мы будем заняты завтра? А для того, чтобы уточнить какую-то информацию, мы в самое начало добавляем вопросительное слово. Например, when will she have a vacation? Это когда у нее будет отпуск. Where will you work on Wednesday? Где вы будете работать в среду, дома или в офисе? Why will he study abroad? Почему он будет учиться за границей? Where will she be happy? А где она будет счастлива? Ну и так далее. Alright. So, action and description. Действие и описание. Will добавляется как к глаголу действия, так и к глаголу описания. I will do my best. Я сделаю все, что от меня зависит. My best. Все, что от меня зависит. I will be the best. Я буду. Will be. Я буду лучшим. I will be the best. Я буду лучшим. So keep calm, cause I will do my best. Сохраняйте спокойствие, потому что я сделаю все, что от меня зависит. More examples. Еще примеров. It will be rainy soon. Скоро будет дождь. Скоро будет дождливо. It will be cold in November. Будет холодно в ноябре. Да, пожалуй, у нас так происходит обычно. But then it will be warm in summer again. Но затем, but then, летом снова будет тепло. It will be warm. Да? Как обычно, да, обратили внимание, мы скажем по-русски «будет тепло». Собственно, нет никакого подлежащего в начале. Кто? Кто будет-то? В английском обязательно есть подлежащее. В данном случае, поскольку мы говорим про погоду, погода будет теплой, мы погоду заменяем на it. It will be warm. Или the weather will be warm. Погода будет теплой. Летом снова in summer again. And we will travel abroad and have fun. Мы с вами поедем путешествовать и веселиться. Okay. So next one, promises. Promise – обещать. Promises – обещание. I promise I will love you forever. Обещаю, я буду любить тебя всегда. Will you marry me? Выйдешь ли ты за меня замуж? Oh, yes, I will. Конечно же, я за тебя выйду. So something good will happen. Что-то хорошее случится. Вот наше предсказание. Alright, so our favorite part, practice, наша любимая часть. Приступим к практике. Write a few sentences. Напишите, пожалуйста, предложение. What will you do next week? Что вы планируете делать на следующей неделе? And what will you do in 10 years? Через 10 лет. So, 3 sentences description and 3 sentences with actions. 3 действия с описаниями и 3 действия с 3 предложения с действиями. Вот. Okay. Click to pause the video and we are going to carry on. Поставьте на паузу и продолжим. Okay, alright. Thank you very much. Now let's practice the tenses. Теперь, друзья, мы уже знаем все самые главные, все самые базовые времена, с которыми можем говорить практически про все.
Теперь давайте попрактикуем все наши известные нам времена. Это займет буквально 2 минуты времени. Итак, у нас есть предложение I play volleyball. Я играю в волейбол. Напишите, пожалуйста, что вы играете в волейбол очень редко. А затем предложение я играл в волейбол прошлым летом. И последнее я буду играть в волейбол в следующий четверг. Okay, please click to pause the video. Поставьте на паузу и напишите 4 предложения. Okay, thank you very much. Отлично. Next sentence. Теперь следующее предложение. She works not very hard. Она работает не очень-то усердно. Спросите, пожалуйста, письменно, как она работает обычно? Будет ли она работать завтра вечером? И работала ли она в прошлый вторник? Окей? Alright, thank you very much. Отлично. Thank you for watching, guys. Спасибо за просмотр and have a nice week. Bye-bye.